Сегодня мы поговорим про 5 распространенных трудностей, с которыми сталкиваются иллюстраторы в процессе становления и развития своей профессиональной деятельности. И наиболее распространенная трудность, с которой сталкивается большинство иллюстраторов, это отсутствие своего стиля. За последние 5 лет своей преподавательской деятельности в области модной иллюстрации я могу сказать, что это самая частая проблема, которая звучит, которая встречается среди начинающих иллюстраторов. Зачастую возникает ложное чувство, что если у меня появится стиль, то сразу у меня появится поток заказов. Но это абсолютно не так, потому что на это влияет множество факторов, такие как местоположение, умение работать с аудиторией, умение представлять себя и свои услуги. Это умение раскрыть идею, оригинальность, коммуникабельность и множество других факторов, которые влияют на успех в профессии иллюстратора. Но развитие своего стиля, оно, естественно, является одной из ключевых особенностей, которая влияет на конкурентоспособность и возможность выделиться среди множества талантливых иллюстраторов. И если мы говорим о создании своего стиля, о работе над своим стилем, то здесь, конечно, есть две группы людей. И одна группа людей — это те иллюстраторы, которые имеют врожденный талант, и у них уже изначально получается свойственно их манере искажать пропорции. Они выбирают, предпочитают определенные материалы, в которых они постоянно совершенствуются и достигли мастерства. Они интересно комбинируют материалы или техники. А есть вторая группа людей, которые обладают художественными навыками, но на данный момент не видят четкой картины своего стиля. И я скажу по собственному опыту, что вот для второй группы людей абсолютно реально и возможно создать свой стиль, если над этим целенаправленно работать. И не только на своем опыте, и на работе своих учеников, где мы проводили вот такую методическую работу, я увидела, что проблема кроется не в отсутствии каких-то навыков рисования или даже видения, а в том, что люди зачастую просто не видят той четкой картины, того стиля, к которому они стремятся. Получается, что постоянно идет поиск, но он идет нецеленаправленно. То есть получается постоянное метание между разными стилистиками. Но это тоже плюс, потому что за этот период вы нарабатываете базу разных стилизаций, разных техник, которые вы можете использовать для создания своего стиля. И вот решением данной проблемы может быть именно такой системный подход, когда вы берете работы других иллюстраторов, других художников, стили которых вас вдохновляют, которые вам нравятся. Вы изучаете досконально, какие стили они применяют, какие техники они применяют, как они работают. И затем, основываясь на этой базе, вы разрабатываете свой стиль, комбинируя те или иные техники. И вот такой целенаправленная такая практика помогает именно создать свой стиль. Вторая распространенная трудность — это отсутствие клиентов, когда нет заказов, нет клиентов. Для тех, кто хочет освоить профессию модной иллюстрации, я подготовила для вас тренажер для иллюстраторов. Это интересный тренинг, в котором собраны различные уроки от азов иллюстрации до создания портфолио. Ссылка находится в описании. И здесь, конечно, иллюстраторы тратят значительную часть времени именно на маркетинг, на самопродвижение. Это и присутствие в социальных сетях, и создание своего портфолио, и участие в каких-то выставках и других онлайн-мероприятиях. И здесь, конечно, могут быть разные причины, почему отсутствуют заказы, но одна из причин, основных причин, это, конечно, пассивность самого иллюстратора. Здесь важно посмотреть и проанализировать, насколько вы активны в своих социальных сетях, насколько хорошо составлено ваше портфолио, как и кому вы предлагаете свои услуги и предлагаете ли вы вообще их. И здесь, если мы говорим о модной иллюстрации, то у нас, конечно, рынок, он не такой большой, но конкуренция большая. И поэтому здесь важно тоже проявлять определенную активность и заниматься своим самопродвижением. И здесь важно правильно сформировать свое портфолио, правильно формировать, определить для себя круг клиентов, стараться применять инструменты маркетинга и самопродвижения. И здесь вот я хочу привести в качестве успешного примера иллюстратора, корейского иллюстратора Сува. Наверное, многие о ней слышали и видели. Она работает на винтажной бумаге, и она работает на улицах модных столиц во время проведения недель моды или каких-то других модных мероприятий. И прямо на улице она рисует знаменитостей, прохожих именно на
мольберте вот с этой винтажной бумагой. И она создает такое, уже создала свой бренд и создала такое оригинальное шоу, которое происходит и задействует именно ту целевую аудиторию, которой интересна эта работа. И это, конечно, тоже такой интересный, хороший маркетинговый ход, который она применила для своего продвижения. И вот надо такие интересные истории изучать и брать для себя их на заметку. Еще одна трудность, с которой сталкиваются иллюстраторы, это взаимодействие с клиентами. И здесь может быть разные варианты трудностей. Бывают такие ситуации, вы получили заказ, обрадовались, нарисовали его, и заказ не понравился клиенту. И такое тоже бывает, и у меня в начале карьеры тоже такой случай был, когда я не имела большого опыта работы с портретами на заказ, и я нарисовала женщину, и я решила сделать ее немножко красивее, чем она была на фотографии. И когда я ей отправила работу, и работа ее немного обидела именно тем, что я немножко изменила ее внешность, чтобы, на мой взгляд, она выглядела более красивой. И это для меня стало хорошим уроком в подходе именно с портретами на заказ, потому что, рисуя портреты на заказ, если у человека есть требование нарисовать именно вот его внешность, такой, как он есть, здесь очень нужно деликатно подходить именно вот к стилизации и к отображению самого человека. Из трудностей с работы с клиентами я бы, наверное, отнесла сюда еще оценку своей работы, оценку стоимости работы. И здесь, конечно, это такой сложный вопрос, но он зависит от каждого иллюстратора, и здесь нужно учитывать и время работы, трудозатраты, и, конечно, технику выполнения, и опыт иллюстратора. Но это такие сложные вещи, которые постигает каждый иллюстратор, и каждый иллюстратор, конечно, с опытом учится чувствовать и назначать стоимость и ценность, и определять ценность своих работ. Также сюда бы я отнесла соблюдение сроков, потому что эффективное управление временем очень критично для работы иллюстратора, и особенно когда он работает над несколькими проектами. И здесь, конечно, важно умение оценивать сроки и ставить реалистичные сроки для выполнения работ. Еще одной из трудностей я выделила такой страх будущего. Это когда есть такой, я бы сказала, знак стоп для каждого иллюстратора. Нет уверенности, что смогу работать, нет уверенности, что получится, но здесь нужно понять, что уверенность, она на пустом месте не рождается, и она, конечно, рождается от действий, которые мы делаем для того, чтобы создать свое будущее. Если вы постоянно рисуете, а для иллюстратора постоянный рисунок, он является частью его работы. Иллюстратор должен ежедневно развивать свои навыки. Если вы постоянно рисуете, если вы находите связи и постоянно взаимодействуете с потенциальными клиентами, то и результаты обязательно будут. Я по своему опыту абсолютно могу точно сказать, что если я ничего не делаю, то происходит тишина. Если я начинаю больше рисовать, больше делиться своими работами, то, естественно, я получаю предложения по работе. Если есть какие-то страхи, то здесь, конечно, нужно понять, что больше всего пугает, и разобраться с этим, посмотреть на примере других иллюстраторов. Существует очень множество историй, множество примеров того, как иллюстраторы строили из своего хобби карьеру. И здесь просто можно посмотреть эти все примеры и взять для себя полезные мысли, полезные идеи для реализации своей истории. И пятый пункт, с которым сталкиваются все, это творческий кризис, когда наступает такой момент условно стагнации, когда мы не знаем, куда двигаться. Но я бы не отнесла это к большой проблеме, потому что на самом деле это происходит со всеми, и не только у творческих людей, просто у творческих людей это выражено гораздо ярче, потому что творческие люди, как правило, не обременены какими-то жесткими рамками делового мира, когда нужно очень четко, строго соблюдать сроки, и часто творческие люди, которые работают именно с искусством, они работают на фрилансе, поэтому здесь они им позволяют себе больше подвергаться именно таким творческим кризисам, но из практики и из жизненного опыта я точно могу сказать, что такие моменты приходят, и также они уходят, потому что все равно жизнь идет, и жизнь, она в движении, и все равно ты продолжаешь двигаться вперед. И, наверное, каждому организму, каждому человеку, как и это задумано природой, если мы посмотрим на природу, то тоже есть, и уже об этом написано очень множество книг, и Джим Рон писал книга, советую, очень хорошие времена года, и новая книга Оскара Хартмана «Alternate». Здесь также описывается, что все циклично, поэтому эти творческие кризисы, они на самом деле просто цикличные, они проходят,
и человек возвращается к своей работе, и на самом деле, наверное, организму такое нужно, и нашему идейному механизму, как творческим людям, такое нужно для того, чтобы создавать новые и новые идеи. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я пыталась снять это видео очень много раз, потому что у меня либо не работает микрофон разряжен, либо не работает камера и так далее. Но я все-таки вот села и сняла его как есть, потому что мне кажется, это важным для того, чтобы тем, кому интересна область иллюстрации, увидели, что это абсолютно нормальные проблемы, с которыми сталкивается множество иллюстраторов. Делитесь, пожалуйста, в комментариях трудности, с которыми сталкивались вы, как вы их решали. Это все-таки интересно почитать, и это поддержка друг другу. Я думаю, что каждый иллюстратор сталкивался хоть раз в жизни с той или иной трудностью, которые были озвучены в этом видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои реакции, мне будет очень приятно. И до встречи в новом видео. Спасибо за ваше внимание.